Сегодня я покажу, как приготовить сразу два разных и вкусных салата из моркови. Для первого варианта беру две средние сырые моркови и натираю их на корейской терке, чтобы получилась соломка. К моркови добавляю кориандр, который больше всего подходит на мой вкус, молотый черный перец. Туда же через пресс выдавливаю 2 или 3 зубчика чеснока, наливаю немного яблочного уксуса и добавляю растительное масло. Сегодня у меня оливковое. Перемешиваю руками, чтобы морковь пустила сок. Насыпаю немного сахара. Пока морковь начинает мариноваться, я беру свежие огурцы и нарезаю их крупными кусочками, чтобы они приятно хрустели. Список продуктов уже ждет вас в описании под видео. Высыпаю огурцы в салатник к подготовленной моркови. Сюда отлично вписывается свежая петрушка, которую я мелко рублю и отправляю к остальным ингредиентам. Перемешиваю наш салат и отправляю его примерно на 30 или 40 минут в холодильник. Это время нужно, чтобы соусы соединились, а огурцы пропитались пикантным чесночным ароматом. Получается отличное дополнение к любому горячему блюду, ведь это простой салат всего из двух основных ингредиентов. Дальше приступаю ко второму рецепту, и это будет яркий салат без майонеза. Для него я беру сладкий перец, здесь подойдет абсолютно любой сорт, размер и цвет, какой найдете в холодильнике. Нарезаю его крупными полосочками. Секрет в том, что при обжаривании крупная нарезка позволяет сохранить форму, и в тарелке перец будет играть яркими красками. На разогретую сковороду с растительным маслом высыпаю нарезанный сладкий перец и обжариваю его на среднем огне буквально несколько минут. Нам нужно добиться состояния, чтобы он стал мягким, наполовину приготовился, но при этом держал форму. Пока готовый сладкий перец остывает в сторонке, подготавливаю следующую часть. Очередную порцию моркови натираю на корейской терке. Получается красивое сочетание, когда перец нарезан полосочками, а морковь тонкой соломкой. Репчатый лук обжаривать не буду. Он пойдет в этот салат полностью сырым, чтобы сохранить пикантность. Взяла одну небольшую луковицу и нарезаю ее тонкими полукольцами. Из свежей зелени для этого блюда выбрала укроп, петрушку и кинзу. Я удаляю все крупные стебли и нарезаю. Сладкий перец уже полностью остыл и пересыпаю его в глубокую миску побольше, чтобы было максимально удобно смешивать все компоненты. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. В большую миску к остывшему перцу отправляю натертую морковь, сырой репчатый лук и всю нарезанную зелень. Для пикантности я добавляю мелко нарезанный острый перец и свежий чеснок, выдавленный через пресс. В качестве специй использую готовую смесь для корейской моркови. Добавляю немного соли, ложку жидкого меда для баланса, растительное масло, яблочный уксус и немного дижонской горчицы в зернах. Теперь тщательно перемешиваю салат. В принципе, его можно кушать и сразу, но я рекомендую дать ему постоять и хорошо пропитаться соком и нашей заправкой. Для этого можно переложить готовые овощи в контейнер с крышкой или просто накрыть емкость пищевой пленкой и убрать в холодильник на несколько часов. А еще лучше оставить на всю ночь. Салат получается очень вкусный, сочный, яркий и ароматный. Это вкусный морковный салат на праздничный стол или на каждый день, который порадует всю семью. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Приятного аппетита!